Ну и выдвинулся дальше в путь. На часах было уже 5:30 вечера, и на Гроссглокнер в этот день я уже определенно не попадал. Сделал только что остановку, погуглил и узнал, что Гроссглокнер, оказывается, закрывается только в 9 часов вечера, а не в 7, как я думал. Так что вполне себе еще успеваю туда. Да, я к этому моменту уже основательно устал и выдохся. И в это время нормальные путешественники уже думают о ночевке. Но я был бы не я, если бы, несмотря на всю усталость, не решил все-таки ехать на мой 4-й за этот день перевал. Опять сгущались тучи и начал моросить дождик. Видя это, я решил, пока есть возможность, сделать остановку под крышей заправки, чтобы одеть дождевик. Да, этот день оказался и без того очень длинным и выматывающим, а тут еще и дождик надвигался. Но для себя я уже решил, лучше уж я буду валиться с ног от усталости и промокну до нитки, чем потом переживать, что что-то пропустил. И собственно это и есть мой основной движитель в путешествиях. Что ж, жребий брошен. Держим путь на Гроссглокнер. Водопад, горное озеро, вечер. Еду еще к одному перевалу. Сегодня надо доехать, осилить. Поехали. Обычно всегда останавливаясь, думая заранее, чтобы не стать вот так передом в тупик в направлении спуска, так как задом вытолкать эту махину в одиночку под горку не так уж просто. Но если уж такое случилось, есть одна хитрость, как это можно сделать. Достаточно зажать передний тормоз и, надавив на руль, сжать пружины передней вилки, а потом, выталкивая, отпустить тормоз. Пружины, разжимаясь, создают дополнительный толчок, тем самым помогая вытолкать мотоцикл. 3-4 таких толчка, и вот мы уже въехали под горку. И вот буквально через несколько поворотов с момента последней остановки я подъехал к пункту приема оплаты за проезд через Гроссглокнер, где обнаружил, что меня тут уже никто не ждет в такое время. Пришлось какое-то время постоять в одиночестве в ожидании, когда же наконец появится оператор, чтобы любезно обменять мои еврики на право проезда через Гроссглокнер. Мой 4-й и последний перевал на сегодня. Что ж, поехали!
4 перевала, и они все такие разные. Проезжая через Гроссглокнер, в голове звучало только одно слово – эпично. Именно оно кажется единственно верным описанием. Вечернее время, мрачные тучи и почти полное отсутствие других людей только усиливает это захватывающее впечатление. А между тем, к этому моменту я поднялся еще только на 2000 метров. Перевал Гроссглокнер простирается на 48 километров, образуя захватывающий серпантин из 36 поворотов. Наивысшая точка Хохтор достигает высоты 2504 метра. Сегодня в это трудно поверить, но когда в 1924 году группа австрийских экспертов представила план строительства дороги, к нему отнеслись с большим скептицизмом. Однако уже в августе 30 года идея получила поддержку властей, которые стремились создать дополнительные рабочие места в условиях жесточайшего кризиса. Дорога строилась на протяжении 5 лет, с 30 до 35 года. В дальнейшем производилась ее поэтапная модернизация. В начале эксплуатации снег с дороги счищали вручную, лопатами. Но уже с середины 20 века этот процесс автоматизировали, что позволило увеличить период доступности дороги. Сейчас ширина трассы составляет 7,5 метров, годовая пропускная способность до 350 тысяч автомобилей. Я же к этому моменту, как видите, достиг первого пункта остановки. Панорамные виды, раскрывающиеся отсюда, просто потрясающие. Особое преимущество позднего визита – полное отсутствие других туристов, что позволяет насладиться горами и пейзажами на все 100. Я не упустил шанса немного прогуляться, а затем двинулся дальше в путь. Впереди меня ждал последний и самый захватывающий этап подъема. Поехали! После полетов над перевалом я выдвинулся дальше в путь. Тогда я думал, что это и есть верхняя точка, но потом наткнулся на узкую дорогу из брусчатки. Ввиду отсутствия других туристов, сначала не совсем понял, что это за дорожка и стоит ли по ней ехать. Однако дух исследователя взял вверх, и я решил двигаться вперед, навстречу облакам. Офигеть. Впервые въезжаю в облака на мотоцикле. А точнее даже, наверное, в тучи. Дорожка была узкая и местами мокрая и скользкая, так что ехал с максимальной осторожностью. По мере подъема я все больше погружался в облака. Ощущения были очень необычными. Видимость снижалась настолько, что местами не было видно, что находится за поворотом. Но это только еще больше интриговало и раззадоривало меня.
Все-таки правильно я сделал, что поехал по этой дорожке, а так бы пропустил как раз самую верхнюю точку, 2571 метр. Здесь я немного погулял в облаках, все-таки не каждый день выдается такой шанс, после чего поехал спускаться. К этому моменту облако улетело и видимость была уже совсем другая. Интересно, что по справочникам высшей точкой считается Хохтер, которая как раз сейчас держу путь, но по факту она на 70 метров ниже этой площадки. Возможно, это потому, что этот подъем из брусчатки уже не относится напрямую к перевалу, а просто отдельная обзорная точка. Да, ребята, еду и не верится, что сейчас июнь месяц. В Риге в декабре не всегда столько снега увидишь. Полное ощущение, что вдруг сменилось время года и наступила неожиданно зима. Просто невероятно. Класс. Но вы только полюбуйтесь, что вокруг. Я в шоке, просто фантастика. Тут вообще снег больше 2 метров высотой лежит, наверное. Да, 2 метра тут точно есть. Просто потрясающе. Офигенно. Ничего себе. Это что там, велосипедист впереди? А вот это да. Нифига себе, да это дедушка пожилой. Как он тут в гору на велосипеде в этих условиях? Просто жесть. Ну вот он и Хохтер. Официальная высшая точка перевала. Хотя, если честно, прошлая локация в облаках была намного более впечатляющая, как по мне. После непродолжительной фотосессии и любованием видами я отправился вниз по склону. На часах было уже 8 вечера, сил уже не было никаких. А до места ночевки гостевого дома Андрея мне предстояло еще 100 километров горных дорог. К тому же этот вечер мне опять предстояло обходиться только сухим пайком, так как в Австрии все закрывается, но очень уж рано. Итак, кинем последний взгляд на Гроссглокнер, в этот раз на его вторую сторону, которая для меня будет являться спуском. Ну а для кого-то, кто поедет в обратном направлении, будет подъемом. Поехали!
Офигенно. Ехал случайно, увидел с дороги.